Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно нового боевого двухместного ТРП. Обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. Вот что меня удивило, он меньше, чем наш обычный. Наш обычный ТРП Скоробей, который у нас, ну как видите, он довольно высокий. А этот такой более приземистый, более обтекаемый, более симпатичный. Блин, конечно, агрессивные линии дают о себя знать. А еще он как будто бы короче, чем тот. Но при всем при этом он каким-то чудом двухместный, что тоже довольно-таки интересно. Удивительная разница в дизайне. А что, собственно, по кабине? А по кабине вот что. Как будто я сижу, я не знаю, в корабле Федерации. Ганшипы, фасы, они любят такой угловатый дизайн. Довольно милитаристично. Ну давайте разбираться с его внутренним оборудованием. Тут у нас получается автоматическая пушка, пусковая установка жала, сканер канала данных, сканер состава. Дальше у нас что имеется? Грузовместимость, 2 тонны он себя возьмет. В то время как наш Скоробей возьмет 4. И вот тут я честно не вспомню, давно ли Скоробей может брать 4 тонны, так что напишите об этом в комментарии. Вроде он мог брать 2. Ладно, что по огневой мощи? Ребята, вам это понравится. Начнем с ракетницы. Летит хорошо, громко, звонко. По дальности... Слушай, ну это больше 300 метров. Это прям ощутимо больше. И она все еще летит и взрывается на большом расстоянии, реально на большом. Не так, как ручное вооружение. Это прикольно. А вот автоматическая пушка, друзья, это не просто пушка. Это нахрен пулемет шестиствольный какой-то. Смотрите. Сначала у нас скорость стрельбы будет одна, потом она будет увеличиваться. Разброс при этом будет уменьшаться. Ну это же прекрасно. Да, правда, расход распределителя здесь очень ощутимый. Как видите, 4 пипки в оружие, и все равно расход очень быстрый. И да, на новом ТРП нету вот этого радара. То есть наш Скоробей стал вдруг неожиданно исследовательским ТРП, а тот боевым. Ну да ладно, что у нас по хпшечкам, армора и щита? У нашего друга Скоробея вы можете видеть щита 40, брони 108, резистики тоже видите. Ничего такого вроде интересного. А вот на боевом уже 130 щита и брони 162, что ощутимо больше. И, кстати, запас энергии щита данного ТРП больше, чем на моем исследователе Краете, на нем 109 щита. Угу. Чё там по ДПСу? Это было быстро. Кстати, ракетница еще захватывается. Ну, захватывает цель, сейчас покажу. Забавно, правда? Жесть какая-то. Давайте-ка теперь посмотрим, как будет обычная ТРП стрелять. Ну, которая теперь уже исследовательская. Смотрим обычное ТРП. Ну, как бы... Как по мне, разница ощутима. Да, очень ощутимо. Такой момент. Когда вы подходите к ТРП и хотите сесть в него, вы можете, естественно, выбрать место, куда вы будете садиться. Давайте посмотрим, что происходит сзади. И как вообще это выглядит. Ну, в принципе, в тесноте, да не в обиде. И да, когда я говорил то, что Скоробей больше, я не врал. Как видите, ну, намного больше. Расстояние километр. Попадает. Реально попадает с километра, охренеть. Давайте-ка побольше. Теперь уже 2 километра. Очень дальнобойная хрень получается.
Блин. Попадает же. Давайте 2,5. Почти 2,5 километра. Вроде попал. Проверим. Непонятно. Но судя по тому, что я вижу щитами, что происходит, попадаю. Охренеть. Охренеть. Давайте 3. Неужели будет 3 километра? А вот сейчас будет интересно. Так, ну захват он уже берет. Смотрим, смотрим, смотрим. Не понял, был взрыв, не было. Давайте проверим пушкой. Ну, вроде бы уже все. Вроде бы уже не попадаем. Или попадаем. Сейчас прошу у Фуриза. А что же наш скоробейчик? 2,5 километра. Не, вообще ни в какую. Блин, кстати, звук у этой ТРПшки реально крутой. Легкая смесь электродвигателя с, не знаю, нашим каким-нибудь атмосферником или с компрессором. Прикольно. Давайте-ка узнаем, кто из них будет быстрее. Реально интересно. Через 5 секунд мы стартуем. Кто, интересно, будет быстрее? Поехали. Ни хрена себе! Вот это он дал, конечно. Он уходит от меня. Я не могу так разогнаться, как он. Вообще не могу. Я его не могу догнать. Давайте попробуем так. Не, вообще не хочет. Он просто от меня уходит в точку. Охренеть. Ну да, кстати, Скоробей гораздо легче, чем Скорпион. Так, вот, я его нагоняю. Но он поворачивает и все остальное, он его там перевернуло, развернуло. Так что... Да, новый ТРП гораздо медленнее, нежели старый наш друг. Давайте для галочки постреляем по щитам. Ну, одна обойма у нас только закрыла. А здесь... Ну да, ощутимо быстрее, еще 4 патрона осталось. Ну, чего, собственно, и следовало ожидать. А что же с ракетницей? Охренеть. Живучая дрянь получается, реально живучая. А с этим? Ясно, понятно. Ну, как-никак боевая штука. И да, можно и так. Один у вас будет тупо пилотировать, а вы, скажем, будете сидеть за турелькой и настреливать. Почему бы, собственно, и нет? Ну а в плане остальных сухих характеристик здесь такая ситуация. Масса корпуса у этой штуки, друзья, 30 тонн. Это много. Здесь 4. Ну, топливный ресурс, понятно, у него будет поменьше, но запас брони и прочее остальное вы уже видели. И цена, кстати, у них различается и что-то как-то прям очень сильно. Не в плане то, что дорого, но как бы в 5 раз. Это сильно. Ну, что я могу сказать? По ощущениям, он едет как просто по рельсам. Он вкопанный. Гораздо более маневренный и более устойчивый, нежели обычный ТРП. Его использование, конечно...
имеет право быть. Почему бы и нет? Наземные зоны конфликта, наземные миссии, наземные сигналы. Короче, все, что связано с наземочкой, где вы можете огрести. Эта штука вам поможет стрелять, уничтожать противников гораздо быстрее, нежели на Скоробее, который теперь, как я и говорил, уже будет исследовательским ТРП. Так что, ребята, как по мне, хорошее, приятное нововведение. Но это лишь маленькое дополнение. Маленькая галочка в том, что хотелось бы видеть в данной игре. Пишите, что хотите видеть вы. И да, я прекрасно понимаю то, что сейчас такая проблема, что многие не смогут его, так сказать, потрогать. Потому что он только в Одиссее. В горизонтах его, друзья, нет и не будет, к сожалению. Про ребят, которых обделили, я говорю о людях, которые с приставками PlayStation, Xbox. Никаких новостей касательно релиза пока, к сожалению, нету. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, которые для вас отснял, друзья, и там свыше 560 видео на различные темы. Контента в этой игре много, и фронтиры постепенно вводят еще, но все же ждем мы, конечно, от них многого. Плюс, многие видео структурировал, что это означает. В описании вас ждет 22 плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, ручное вооружение, корабельное. Как все это инженерится, как все это улучшается, сами инженеры и прочее. Много чего полезного вас там ждет, поверьте. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр и кооперироваться, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу, и вам это рекомендую, это полезно. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.